Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня 5-й урок росписи по дереву. Покажу одну из техник росписи плоской кистью. В этой рубрике я не только показываю роспись, но и рассказываю о себе. Понадобится деревянная поверхность, лучше округлой формы. Плоские кисти номер 2, 4, 6 и 8. Акриловые краски. Мягкая, хорошо впитывающая тряпочка. Сегодня я расскажу вам о том, чего я боюсь. Ощущение надвигающейся огромной шины грузовика будет со мной навсегда. Закрываю глаза и вижу рисунок протектора и неизбежность удара, столкновения и страх. Это навсегда. Принято говорить: перебори свой страх, перестань бояться. Со страхами бороться бесполезно. То, с чем мы боремся, сопротивляемся, только крепнет. Страх можно приручить, научиться жить с ним. Мне было 15, когда меня сбил грузовик. Отделалась малой кровью, в рубашке родилась, сказали свидетели аварии. С тех пор я панически боюсь транспорта. Свою первую машину мы купили в Израиле. И вместо того, чтобы получать удовольствие от свободы передвижения, начался настоящий ад. Я кричала, задыхалась, хватала мужа за руки во время вождения. Больше всего страдал именно он. Имея большой профессиональный опыт именно с посттравматическими состояниями, много лет я работала в школе для детей с душевными проблемами. Я понимала, что сама я не справлюсь, и мне необходима помощь. Сначала был психолог, потом групповой тренинг, который мне очень сильно помог. Помню, накануне тренинга мне позвонили, и мягкий женский голос спросил: «Что ты хочешь получить от участия в тренинге?» Я рассказала про свой страх. Хочу спокойно сидеть в машине. «А еще? Чего бы тебе еще хотелось?» Спросили на том конце провода. Уверенности в себе. «А еще? Может быть, то, что сейчас кажется тебе невероятным?» «Не знаю», — сказала я. И вдруг она спросила: «Ты хочешь сама водить машину?» Она сошла с ума, подумала я. Но она так напирала, что я согласилась с этим, в кавычках, желанием только для того, чтобы закончить разговор. Это была ударная шоковая терапия. И через 3 дня, возвращаясь с мужем домой, я весело болтала и ни разу не посмотрела на спидометр. Жизнь улучшилась, я успокоилась. И все же я часто отказывалась от длительных поездок по скоростным трассам. Однажды муж сказал: «Возьми несколько уроков вождения, права тебе не нужны. Просто поймешь, как это просто водить машину. Возможно, именно это тебе и поможет». Мне безумно повезло с инструктором. Эту женщину мне послала Вселенная. И я сразу рассказала ей все и объяснила, для чего беру уроки. Думаю, что более тупой и трусливой ученицы у нее не было никогда. Кроме моей фобии, я еще путаю право и лево. Так что ей каждый раз приходилось показывать направление рукой. Но она так верила в меня. «Машину можешь не водить, но права иметь обязана. И я тебя не отпущу, пока их не получишь». Почти 2 года продолжалась эта эпопея. В самом начале я только училась быть вместе со своим страхом в водительском кресле. По происшествии времени я начала учиться вождению, и страх был всегда рядом, но он уже не мешал мне.
Мы подружились с моим инструктором. У нас было много общего. Мы были одногодки. И кроме инструкторства, она еще и художник по керамике. Однажды она предложила мне вместе пойти на интересный курс лекций. И вот я выхожу из дома, подъезжает она, выходит из машины и освобождает мне водительское кресло. «Ты сошла с ума? Час пик, темень, скоростные магистрали. О чем ты думаешь?» «Садись», — говорит она мне, — «иначе мы никуда не поедем». Я не слушала лекцию. Мой мозг был занят только одним. Кто поведет машину назад? Нет, она разумная женщина и поведет сама, утешала себя я. А она только ужесточила условия. Уроков больше не будет. Ты уже большая девочка. Вези нас домой. Маршрут выбирай сама. И молчала всю дорогу. Курс состоял из 10 лекций раз в неделю. Эти уроки вождения были самыми эффективными для меня. Деньги за них она не взяла, даже обиделась, когда я предложила. И вот после этих лекций я сдала тест на вождение, а экзаменатор по моей нахальной просьбе показывал мне рукой направление налево или направо. И было мне 57 лет. В 8 лет я за рулем, практически каждый день. В первый день я чуть не сделала аварию. Муж был рядом и вовремя перехватил руль. Съехала на обочину, и он сказал: «Вставай, дальше я поведу». Если я сейчас встану, то больше никогда не сяду в это кресло. Дай мне только 3 минуты. Вот перестанут трястись конечности, и мы поедем дальше. Сказать вам честно, я и сейчас боюсь. Когда подхожу к своей машине, страх поднимает голову и шепчет: «С ума сошла, это не для тебя, зачем тебе это?» «Сиди тихо», — говорю я ему, вслух. А себе говорю: «Какая ты молодец». И он забивается в самый дальний угол на заднем сиденье. Бороться с ним бесполезно, он будет со мной всегда. Я просто позволила ему быть. И в благодарность он позволил мне делать все, что я хочу. Мой страх не остановит меня никогда. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!